Готовимся к началу через 10 секунд. Поехали. Это прямой эфир «День добрый», я ведущий Евгений Сарапулов о чувстве вины. Когда ты чувствуешь себя виноватым за то, в чем ты не принимал участие, ты вообще не удел, у тебя жизнь своя, ты делаешь, что можешь, и вдруг кто-то из твоего народа, из твоих друзей, из твоих близких делает что-то не то. Это создает боль, напряжение, злость у других людей, и ты начинаешь ощущать чувство вины за то, что кто-то из твоего окружения делает что-то не так, что-то плохое. Близко это вам? Знакомо? Мне да. И это вроде бы, не про тебя. Ты живешь, да и живи дальше. Но нет. Чувство вины все равно накрывает тебя за других. Почему родители чувствуют свою вину за детей, если родители делают все, что от них зависит? Дети напакостили. А родители-то при чем? Или когда тренер за своих подопечных тоже чувство и вины испытывает, что они повели себя как-то не так. Или учитель за своих учеников, когда они сбежали с урока где-то, потому что ты ощущаешь, да, что-то я не доделал, что-то не то, что-то не так. Всегда чувствуешь, да, и моя вина есть, но не могу понять в чем. Короче, о чувстве вины в первом часе, но после группы Vector 5 с песней «Это нормально». Екатерина, Оля, Таскира. А Галюни не было, да, у нас вчера? Юленька. Денис. Чему удивляться? Это нормально. Ведь я же не робот и не камень. Я живой человек, обычный парень, и значит на это есть причины. Кто сказал, что не плачут мужчины? Прошу, не сходите с ума. Нам всем бывает больно. Это нормально, не надо смеяться. Лучше быть искренним, чем притворяться. И строить из себя Оля, невозмутимого мачо. Людмила, Друг и немного поплачь. Скажите, леди, разве вы не устали? Стройте себя людей, сотворенных из стали. остальные Нервы, да, это похвально. Но и слабость, это тоже нормально. И я прошу, не впадайте в крайность. Признайте, все мы плачем, но делаем это втайне. Елена, вижу. Все были более честными, мир бы был бы Таскира, интересней. для вашего настроения. Нормально, чему удивляться. Светлана. Лучше быть честными, чем притворяться. Ту-ту-ту-ту-ту. Стройте себя железную леди. Поплачьте, сеньорита вам поможет, поверьте. Маша и медведь. Дыра-те, пап-дыра-те, А где олень? Нина Потапова. пап-дыра-те. Олеся. Тема сегодняшнего эфира взята из диалога моего с моим знакомым, который 10 лет назад уехал из России в другую страну. И когда этот военный конфликт начался, это жуткая
война ужасная, кошмарная. Он говорит, я стал испытывать чувство вины за то, что страна, в которой я родился, она стала совершать такие военные действия. И мои знакомые в Украине, он говорит, они на меня стали обижаться. В общем, одни меня стали считать предателем, другие перестали считать меня другом. Говорит, я жил, да и жил своей жизнью. У меня семья, 4 детей. А тут на меня навалилось чувство вины. Почему? Я в итоге, выслушав его, говорю, знаешь, это потому, что ты хочешь изменить к лучшему, но не можешь. У тебя нет ни сил, ни ресурсов изменить к лучшему ситуацию, поэтому ты испытываешь чувство вины. Но ты понимаешь, что это тоже и твое дело, потому что твои знакомые, близкие, друзья, родные, они втянуты в это все. И чувство вины – это как сигнал светофора, помогает быть осторожнее, стимулирует соблюдать правила. Светофор, он ведь не сразу там зеленый и красный, да, желтый, предупреждающий, 2-3 секунды, и потом следующий сигнал светофора. Так вот, чувство вины – это как сигнал светофора, просто предупреждает. Притормози, остановись, подумай, не спеши, и тогда ты поступишь благоразумно. Обычно у нас чувство вины, когда возникает, мы либо в ступор впадаем, либо в какую-то крайность, начинаем просить прощения у кого надо, у кого не надо, в чем виноваты, в чем вообще не виноваты. Берем ответственность на себя там, где ее не надо брать. Или чувство вины делает нас такими, что все становится безрадостным. Оно поглощает это чувство вины, потому что ты не можешь один с этим справиться. Потому что в этом виноваты многие другие, а они не чувствуют вины. Для них это нормально, они веселятся, радуются на фоне трагедий, зла, проблем. И ты думаешь, ну как так-то? Чувство вины бывает ложным, когда мы точно не виноваты, и нам нельзя брать на себя ответственность, потому что это проблема других людей, пусть они эту проблему и несут на себе и решают. А с другой стороны, посмотришь на семью, родители часто берут проблемы своих детей на себя, и даже до 18 лет родители отвечают за своих детей, потому что те несовершеннолетние. И чувство вины должны испытывать дети, а для них, да нет, ну а что, я так живу, так хочу, так понимаю. И они действительно что-то не понимают, дети, а родители все понимают, и у них чувство вины за то, что недовоспитали, недоучили, хотя делаешь все, что от тебя зависит, но понимаешь, что ты несовершенный. В общем, чувство вины не принимайте как руководство к действию сразу. Это как сигнал светофора. Просто остановитесь, подумайте, проанализируйте и не спешите идти быстро, принимать решения быстро. Потому что чувство вины бывает ложным. Кто-то виноват, но не вы. И на вас взваливают это чувство вины. И хотят за ваш счет решать свои задачи. И так в мире часто бывает. Тот, кто не виноват, тот испытывает чувство вины за проблемы этого мира. Хотя он меньше всего виноват. А тот, кто реально виноват, кто должен просить прощения, там, каяться, у него как с гуся вода. Поэтому мой вопрос к вам, ко всем, кто смотрит нашу трансляцию, добро пожаловать в Твиттере, в Телеграме, в Фейсбуке, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Когда люди виноваты, но они не испытывают чувство вины, что вы делаете с этими людьми? Как надо с ними поступать? Они виноваты, но они не испытывают чувство вины. Волчица одинокая, доброе утро. Будешь присылать, да, сейчас?
как сделать так, чтобы люди виноватые испытывали чувство вины, ну и начали что-то с этим делать. Потому что они же должны же брать ответственность на себя, но не берут. Юленька пишет: знакомо. Добрый день, Евгений, все зрители. Екатерина, Людмила с нами здороваются. Елена пишет: зашла на трансляцию, и настроение мое улучшилось. Доброе утро. Удивительно, но о чем бы мы ни говорили во время эфиров, например, чувство вины – это неприятная тема, но ваше настроение поднимается, и это здорово, потому что мы правильно говорим на эти темы. Из Фейсбука Аленушка: доброе утро, желает хорошего эфира. Очень приятно, спасибо. Алексей пишет: а потому что это чувство вины интеллигенции описано еще в Серебряном веке, есть чувство вины, едешь помогать беженцам хоть с той, хоть с той стороны, с обоих люди нуждаются. Да, Красный Крест, например, помогает всем. Я тоже как психолог помогаю абсолютно всем. Сейчас, когда такая тяжелая обстановка, атмосфера, Россия, Украина, Белоруссия, Европа втянуты, вообще все народы, можно сказать, мира в этот кошмар, в эту боль. И я помогаю всем. И с той, и с другой, и с третьей, и с 10 стороны. Меня одни за это поддерживают, благодарят, другие осуждают, говорят, типа, ты должен помогать только этим, а тем не помогай. Но я говорю, я доктор по душевным вопросам. Кому больно, плохо, тому я и помогаю. Поэтому Христос пришел в мир, Он помогал всем. А особенно Он помогал тем, у кого было плохо. Кого считали люди правильные, неправильными. А Христос пришел и говорит: я пришел не к здоровым, но к больным. Пришел к тем, кто нуждается, а не к тем, кто не нуждается. Хотя мы все нуждаемся. Наталья пишет: супер. Оксана пишет: я плачу за них. Или я плачу за них, или плачу. Ну, и то можно понять, да. Из-за чувства вины мы и платить начинаем за кого-то, и плачем слезами горькими. Марина пишет: интересно узнать, как в этом случае поступать. Вот и я тоже вас спросил, да, чтобы вы просто высказали свое мнение. Анна и Нина передают всем доброго утра, мира и добра. У меня чувство вины возникает, когда я стремлюсь к миру и добру, а кто-то делает зло. Я зла не делаю, а тот, кто делает зло, у меня чувство вины за него, потому что он из моего народа. Я зла не делаю, делаю добро, а у меня чувство вины возникает. Я думаю, с какой стати? Он же делает зло, это же он. А потом слышу слова Христа: я взял на себя твои немощи и понес твои болезни. Я взял на себя. И я тогда себе говорю: возьми немощи и понеси болезни людей, которые виноваты, но чувство вины не испытывают, потому что до них сейчас не доходит, или они не хотят это осознавать. Поэтому, если ты сейчас не возьмешь это чувство, эти немощи, не понесешь эти болезни, то зло, оно будет распространяться. То есть, когда мы берем немощи чьи-то и болезни на себя, чувство вины, то мы зло привлекаем к себе. Оно нас начинает бить, мучить, причинять нам дискомфорт. Мы страдаем несправедливо. И страдая несправедливо, ты как бы оттягиваешь силы зла на себя. Ты борешься с этим злом, хотя не тебе бороться, потому что ты-то не при делах, ты жил да и жил, у тебя нормальная жизнь. Но нет, ты включился, встрял в эту ситуацию и отвлек зло на себя. И зло тебя бьет, оно мучает, оно причиняет боль.
Ты берешь на себя немощи других людей, болезни их несовершенство, негатив, в надежде, что до них дойдет. Ну, по крайней мере, я так вижу эту ситуацию. А как вы видите ситуацию, когда люди, виноватые, не берут вину на себя? У меня, как, наверное, у обычного отца, всегда проблема есть в отношениях с детьми. Если они виноваты, я начинаю им читать мораль, учить жизни и говорю больше, чем надо. Хорошо, мне жена порой подсказывает, типа, хватит, достаточно. А я говорю еще, думаю, что надо, чтобы до них дошло. А потом, когда уже все прошло, все напряглись, думаю, зачем я им так много говорил? Это же как перекормить. Я перекормил их, да, дал им больше, чем надо. Они не переваривают все, что я им даю. Надо давать столько, чтобы они переварили. Когда дети виноваты, и они свою вину не признают или не платят за это чувство вины, хочется, чтобы они все осознали. Они не могут все осознать. Они могут осознать какую-то часть, переварить какую-то часть. Это как с едой. Не можем же мы взять и обед сразу запихать себе и все это жевать. Да он у нас просто не вместится. Мы по ложечке, да, ложечкой, вилочкой тыкаем, берем кусочек, разжевываем. Вот так должно быть и в отношениях с другими людьми. Надо постепенно, по чуть-чуть призывать их к чувству ответственности. Правду им говорить тоже постепенно. Иначе они просто это все не переварят, их затошнит, заворот кишок, да, какие-то такие процессы будут, которые вызовут у них рвотные рефлексы, они подумают, фу, какой человек, не хочу не слушать его, да ну его, я вообще стороной обойду, хотя он виноват. Чтобы чувство вины человек переварил, извлек из этого уроки, нужно постепенно ему объяснить, в чем его вина. У нас сообщение от Олеси. Доброе утро. Обычно терплю, даже не могу намекнуть, озвучиваю людям только тогда, когда уже терпеть невыносимо. Но в основном молчу. Иногда приходится делиться с другими, что поступили со мной не очень красиво, мягко говоря. Спасибо. На самом деле нельзя терпеть и молчать. То есть людям нужно говорить. Просто дозированно, по чуть-чуть, потому что вы пишете, озвучиваю людям только тогда, когда уже терпеть невыносимо. А когда терпеть невыносимо, вы высказываете что-то такое, что не надо говорить вот так. Или в такой уже форме, столько. Поэтому, когда вы терпите, все-таки говорите, не молчите. Понемногу, дозированно, по чуть-чуть. Не доводите себя до состояния, когда вы уже терпеть не можете, и тогда все, но я сейчас скажу. И тогда эта польза приносит намного меньше. Валентина Белякова, доброе утро. Анна, доброе утро, пишет. Оксана, мира всем желает. Алексей написал. Я считаю, что помогать надо всем людям, но помогать не дубинками, а продуктами и медицинской помощью. Если раздавать все более новые дубинки, выиграет лишь тот, кто эти дубинки раздает, вернее, уже продает. Но тут, знаете, пряник нужен и кнут. Нина пишет, жить по нашей святой молитве «Отче наш» и не нарушать Божьи заповеди, да, это, но совесть и честь это по-мирскому иметь. Спасибо. Алексей пишет, если начинаешь бороться с мировым злом, койка в психушке и опытные психиатры уже тебя ждут. Согласен, Алексей.
Поэтому, когда у меня возникает чувство вины за народ свой, за свою нацию, я, я себе говорю, так, а, возьми какую-то часть этой боли на себя, за свой народ. Как я беру эту боль? То есть, если народ, против которого мой народ выступил, и он испытывает жуткую боль, и плюет в мою сторону, и обзывает меня, я проявляю терпение. Помню, когда преподавал психологию в университете, педагогическом университете, на 3-м курсе у студентов преподавал психологию рекламы, кажется, или социальную психологию. В общем, они меня вычислили, что я в какой-то теме не очень разбираюсь хорошо. И прямо прилюдно мне стали задавать такие вопросы, которые меня поставили в тупик. Это было неловко, конфуз. Оказалось, что я не все знаю. И они такие, ах. Слава богу, уже заканчивалась пара, мы разошлись. Следующая пара была через неделю. Я думаю, так, зайду в аудиторию, и они меня будут дальше, имея право, что я не во всем разбираюсь, как бы ко мне пренебрежительно, без такого уважения, какое я хотел бы, будут относиться. Но я зашел и увидел, что они не смотрят на меня с гордостью, надменностью. Я увидел, что они опускают глаза и чувствуют себя виноватыми. И я понял и сказал им: в прошлый раз, когда вы со мной так поступили, наехали на меня, можно сказать, посмеялись надо мной. Вы это сделали не потому, что я лично вас не устраиваю или раздражил вас. Вы это сделали потому, что есть преподаватели, которым вы не можете это сказать, а хотите, потому что они виноваты в том, что преподают плохо. А вы не можете им сказать, потому что если скажете, то лишитесь зачета, вас будут валить на экзамене. И они такие замахали головами. Да, Евгений Владимирович, да, мы в вашем лице вывалили на вас всю обиду на тех преподавателей, которым мы не можем это сказать. Мы высказали это вам. Я говорю, я стерпел, отреагировал правильно. Они мне большое спасибо. Мы хоть, знаете, выпустили пар, избавились от этого гнета внутреннего. И у нас после этого отношения стали еще крепче и лучше. То есть, по сути, я выдержал удар, который мне не предназначался. Но я вытерпел. И чувство вины, которое должны испытывать другие преподаватели, оно свалилось на меня. И получается, что я выдержал удар, этого всемирного зла, да, то есть все те, кто должны были чувствовать себя виноватыми, чихать они хотели, они в этом не признавались. Но таким образом мой авторитет, он поднялся в глазах студентов, и они меня стали еще больше слушаться и учиться стали еще лучше. В итоге выиграли и мои студенты, и я. Поэтому, Алексей, нужно порой брать на себя удар за тех людей, которые виноваты, но вину не испытывают. А ты не виноват, но на тебя обрушился этот удар. Надо выдержать и не озлобляться. Держать надо удар. Пишет Таскира: я не могу даже уснуть, пока не разберусь здесь и сейчас. Порой невозможно разобраться здесь и сейчас. Многие уроки истории мы извлекаем, когда проходит время. А когда мы находимся здесь и сейчас, у нас просто нет возможности адекватно разобраться.
Но есть вещи очень простые. Черное, белое, это добро, это зло. И тут без анализа, разъяснений, все понятно. Вот тут надо честно сказать, это зло, простите, это добро, давайте усилим эту тему. Светлана пишет, сегодня провокационная тема, но я пока воздержусь. Да, тема непростая, мне легче было бы ее не брать, но я ее все-таки взял. Нина пишет, да, и я считаю себя виноватой. Перевоспитала, переучила, передала, теперь пожинаю. Бывает, мы даем больше, чем надо. Таскира пишет, хотелось так и с подругой разобраться. Назначила стрелку в парке, но она не пришла. Поняла, что и с ней не бывает. Спасибо вам большое. Ольга пишет, я благодарю то, что вы делаете смело, по-христиански. Я из Ирпения, Украина. Может, вы слышали, мой город держал удар в первые дни войны и много пострадал. Война – это зло. Пусть Бог откроет глаза и сердца, осветит его светом, как это было с Савлом. Отвергнутся от зла и взыщут Бога, пути Бога. Да, насчет Павла вы очень интересны. Его звали Савлом когда-то. И он одобрял убиение христиан. Он даже брал грамоты от первосвященников, по городам ходил, вычислял христиан, и чтобы садить их в тюрьмы, чтобы их пытали, убивали. Но однажды этот Павел прозрел. И он вдруг понял, что то, что он делал, это было неправильно. Почему Христос висел на кресте и говорил: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он ведь просил прощения, чтобы Отец Небесный простил всех нас. Все мы не ведали, что творили. И до нас порой мы виноваты, но здесь и сейчас мы этого не осознаем. Но мы осознаем это потом. Знаете, почему я беру на себя чувство вины за людей, которые виноваты, а я нет? Потому что когда они осознают, что они виноваты, они должны быть способны разобраться с этим. А если я сегодня не буду принимать удар на себя, то зло, оно помешает им извлечь правильные уроки. Сегодня я беру на себя чувство вины, беру удар на себя, потому что я хочу, чтобы когда придет время прозрения, те люди, которые виноваты, они прозрели, покаялись, признали вину свою и сказали, что так делать нельзя. Это ужасно, это плохо. Также и родители берут на себя чувство, виноваты дети, а родители страдают, платят деньги или, бывает, отца садят в тюрьму, он садится за сына, за дочь, за злодеяние своих детей. Или бывает на смерть, говорит: возьмите меня. Почему так поступает? Потому что сейчас они не осознают и не поймут. Но придет время, они это осознают. Прямой эфир «День добрый». Я ведущий Евгений Сарапулов, психолог. Мы говорим сегодня о чувстве вины. И в частности, я ставлю вопрос, когда люди не признают чувство вины, хотя они виноваты. Что вы с этим делаете? Что вы делаете с этими людьми? Пока вы будете думать об ответе на поставленный мною вопрос, песня прозвучит в исполнении Сергея Брикса «Любите друг друга». Ольга, Светлана, Марианна, Алексей. Любите друг друга, Ставим лайки. жива, она в нашем сердце В Ютубе ставьте жирный лайк. была. И прежде чем горы, и солнце, и свет, любовь написала Этот сюжет.
Надо мне отправить. И солнце, и свет. Любовь написала этот сюжет. На почту. Любите друг друга. Любовь жива. Она в нашем сердце вначале была. И прежде чем горы, и солнце, и свет, любовь написала Этот сюжет. этот сюжет. Вопрос очень корректный. Что вы делаете по отношению к людям, которые виноваты, но не испытывают чувства вины? Это очень нормальный вопрос, корректный. Прямой эфир, день добрый. Я ведущий Евгений Сарапулов, психолог. Мы говорим о чувстве вины. Когда ты берешь на себя чувство вины за действия, поступки людей, которые действительно являются виноватыми, а ты не виноват буквально, но ты берешь на себя. Как не чувствовать себя виноватым, если твой народ, если твои друзья, твои близкие, родственники натворили что-то плохое? Ты не был участником этого плохого, но у тебя возникает чувство вины. На ваш взгляд, это ложное чувство вины или все-таки оно имеет место быть? Чувство вины из-за того, что мог что-то сделать еще, но не сделал. Хотя мы несовершенные, потому всегда не все делаем, что могли бы, просто потому что не все знаем, не все успеваем, не успеваем реагировать на все как надо. Проходит время и думаем, надо было вот так, а уже время-то прошло, и ты испытываешь чувство вины. Что вы делаете с этим чувством вины? Как избавляетесь от него? Эдуард пишет: дураку палка, ослу уздечка, умному слово. Это же уровни принятия информации. Каждый принимает на том уровне, на каком находится. Да, поэтому порой человек виноватый, он даже не осознает, что он виноват. И сейчас ему об этом говорить он не поймет. Христос использовал притчи, то есть прямо правду не говорил очень часто, но говорил иносказательно, баснями, притчами, чтобы людей подготовить к пониманию. Порой человек просто не понимает. Чтобы он научился решать какую-то задачу, нужно хотя бы вызвать у него желание учиться. Марина пишет: вот так со мной было, терпела и все, пошла, все вылила. Поэтому нельзя терпеть и ничего не говорить. Если вы видите, что люди виноваты, они неправы, нужно им говорить. Говорите просто по чуть-чуть, дозированно, не вываливайте на них всю правду. Человек не может переварить все. И этот пример с едой, когда мы завтракаем или кушаем, мы же не запихиваем в себя всю еду. Мы по чуть-чуть ее в течение 15-20 минут съедаем. Постепенно. Точно так же нужно с правдой. Или когда человек виноват, не нужно прямо его обвинять сразу, полностью. Царь Давид говорил однажды: «Господи, если ты будешь обличать меня с утра до вечера, то я рассыплюсь как моль, я не выдержу этого. Но ты помогаешь мне ощущать чувство вины дозированно, чтобы я мог это перенести». Анна пишет: доктор, огромное вам спасибо, что вы помогаете людям, дай Бог вам здоровья и всех земных благ, Евгений Владимирович. Спасибо, Анна, благодарю, слава Богу. Оксана пишет:
Евгений, по мере возможности я стараюсь помогать людям морально или материально, но замечаю, что нужна им в основном материальная помощь. А когда не могу, они обижаются, будто я им обязана, и мне становится так неприятно, я перестаю общаться. Поэтому порой людям, которым вы помогаете, так скажите, вообще вы не заслуживаете этой помощи, но я вам помогу. Когда враг твой голоден, накорми его. Если он жаждет, дай ему пить. Но помогать надо так, чтобы люди не избаловались. И порой так и надо прямо сказать. Я вам помогаю не потому, что вы этого заслужили. Вы заслужили отсутствие помощи. По своим поступкам вы не заслуживаете этой помощи и поддержки. Но я вам помогаю и поддерживаю вас, надеясь и веря, что вы осознаете, что вы делаете, и начнете не только это признавать, но и исправлять. Доброе утро от Лорелай Лотиш. Доброе утро. Марина пишет: Евгений, а как быть? В классе учатся 5 девочек, они всегда делятся попарно. 2 родственники, 2 пара, одна всегда забирает вторую. В итоге моя остается одна. Ну что ж, а для нее это напряжение. Напряжение может нас сделать слабее, а может, наоборот, помочь нам стать сильнее. Когда нас обделяют, когда нам труднее, у нас больше шансов стать сильнее и достичь успеха большего, чем те, у кого более благоприятные условия. Я вспоминаю периодически в эфирах о международном исследовании, которое задалось целью найти 400 или 500 самых успешных людей мира. Их выявили и стали изучать. Оказалось, 90% этих людей жили в тяжелых условиях. Их обделяли, у них были физические недостатки, проблемы в детстве, в жизни в целом. Намного больше у них было проблем, чем у других людей. Именно преодолевая эти проблемы, они достигли большего успеха, чем обычные люди. То есть у нее она остается одна, 5 девочек, а напряжение больше. Но благодаря этому напряжению она способна достичь большего, чем те, которые в благоприятных условиях. У меня подружка, у меня тоже подружка, ля-ля-ля, бе-бе-бе. Да, это неприятно. Но донесите до нее эту мысль. А может быть, дайте ей послушать вот эту часть эфира. В повторе, конечно, да? Лайки не отправляются, да, почему? Ну, пробуйте, все равно, может быть, получится. Пишет Алексей: и хоть у меня были самые гениальные учителя, но свои обиды я всегда всем высказывал в глаза. Со временем только научился облекать это в шутливую, несерьезную форму. Алексей, я так рад, что вы есть у нас. И он же, Алексей, пишет: о, кому стать врагом, чтобы накормили? Ну, Алексей, с вами не соскучишься. Татьяна пишет: да, есть доброе зло и злое добро. Хорошо, будем жить, когда прекратится злое добро. Ну, жить надо и в разные времена. Татьяна пишет: Бог каждому виноватому дает лужу, чтобы выплыл из той ситуации, в которую попал. Есть такое. Максим пишет: если у человека есть чувство вины, значит еще есть надежда, что он исправится. А если человек не испытывает чувство вины, значит он либо не понимает, либо у него нет совести. Да, да. Как в том мультфильме или в фильме «Моя совесть покладистая старуха, слепа на оба глаза и глуха на оба уха». Чувство вины. Христос взял нашу вину на себя, потому что мы сами не смогли бы с этим чувством вины справиться.
Порой мы берем ответственность, издержки за свой народ, за своих друзей, близких на себя. Хотя они должны платить за свои поступки сами. Но они не могут. Как, например, дети до определенного возраста не способны, поэтому родители несут за них ответственность. И издержки за их неправильное поведение платить приходится, и финансы, да. Потому что, ну вот так вот, есть люди, которые сейчас не поймут. И даже если ты им объясняешь, они не поймут. И даже если зло обрушится на них, они не поймут. Они ожесточатся еще больше. Поэтому на себя нужно принять удар, взять немощи этих людей на себя и понести их болезни. И тогда есть шанс, что наша планета Земля, она еще выдержит, и мы еще проживем. Пишет нам Оксана. А совесть сейчас у всех спит, а она только является связью с Богом. Ну, я бы не сказал, что совесть у всех спит. Вообще совесть, она никогда не спит. Совесть всегда предупреждает нас. Но одни из нас не обращают внимания на нее. Другие, например, как сигнал светофора, ты нарушаешь, а потом привыкаешь нарушать, и уже ты не замечаешь этот сигнал, потому что ты привык нарушать также и с совестью. А порой есть, как дети, еще не наученные. Светофор, а что такое светофор? Это совесть. А что такое совесть? Ну, понимаете, да? Вот так бывает. Совесть никогда не спит. Пишет Нина. Вопрос отличный, поучительно. Я больше перестаю общаться и жду, а жизнь, она все поставит на места. Нас поставит. Да, все-таки каждый в конечном итоге заплатит за то, что он делает. Признает он это или не признает, но придет время, и он за это будет платить. Бывает чувство вины из-за того, что кому-то очень плохо, больно, потому что твои знакомые люди твоей национальности причинили боль другим, и другие злятся на тебя. Ты не виноват, но они злятся на тебя, потому что ты представитель этой семьи, этой компании, этого народа. Из-за этого у тебя чувство вины. Справедливо? Кажется, нет. Я, например, испытываю чувство вины, которое у меня вызывают люди, которым причинили боль. Это несправедливо, но я понимаю, что мне надо проявить милость по отношению к тем, кто злится на меня, проклинает даже меня. Да ты тоже, да, вот ты из них же, да будьте вы прокляты, и ты тоже вместе с ними. Я не виноват, и я говорю себе, ладно, я потерплю, я выдержу это, и я не буду злиться, я не буду убеждать человека, объяснять, потому что сейчас ему не объяснишь. Сейчас ему просто очень больно и плохо. Алешка пишет, я не могу испытывать чувство вины перед людьми, которые готовили в моем Крыму огромные гадости, если я благодаря виноватой стороне 2 раза был спасен, то я, извините, сердцем и мозгом за виноватых. Понятно. Татьяна пишет, мы вправе пожелать человеку, что хотим, а Бог знает, что дать вашему обидчику. Но пусть знают, кто обижает, что отольются кошки-мышкины слезы. Да, вообще нужно выговаривать. Если брат твой согрешил против тебя, то иди и выговори ему. Иди и выговори ему 1 на 1. Если не послушает тебя, выговори ему при свидетелях. Если и при свидетелях не послушает, тогда все общество призови. И если после этого он не вразумится, тогда жесткие, очень жесткие меры надо будет к нему применить.
А Лариса пишет: «Благодарю Бога, что научил меня прощать и отпускать тех, кто не просит прощения». Да, потому что когда мы прощаем, это прощение нужно нам самим в большей мере, чем те, кого мы прощаем. Порой те, кого мы прощаем, они никогда не изменятся. Они такими и останутся. Я, например, прощаю тех, кто оскорбляет меня, обижает во время трансляции, унижает, троллит. Я их прощаю, чтобы я лично сам был способен держать удар. Когда я их прощаю, я становлюсь сильнее. Когда я их прощаю, у меня появляется способность выбирать правильную реакцию на их поведение. И это тренировка для меня. Когда я прощаю, я способен натренироваться. Я не коплю злость против них, раздражение и негодование. Пишет Лиза: «Молюсь, чтобы Господь говорил через вас». Спасибо большое. Эта молитва имеет очень большое значение. Людмила пишет: «Они рано или поздно осознают. Я много раз видела это в жизни». Как же тяжело, когда ты не знаешь, когда они это осознают. Хочется, чтобы сейчас, потому что они творят зло сейчас. И это зло буквально убивает людей, калечит их души, травмирует целую нацию, целый мир. А им нравится делать зло. И так и хочется, да, сказать: Господи, сведи огонь с неба на землю и уничтожь их. А Иисус говорит: не знаешь, какого ты духа, Евгений. Я милость призываю у тебя к ним, а не справедливость. Справедливость, она восторжествует. Справедливость однажды придет, но сейчас. Как же нелегко рассуждать над этими вопросами. Из Ютуба Элеонора пишет: «Доброе утро, Евгений». Очень приятно, Элеонора. Те, кто смотрят в Ютубе, ставьте лайки, делитесь трансляцией. Из Ютуба Виталий написал: «Доброе утро. Я был знаком с девушкой. Она мне говорила, что я никогда первая не пишу и не звоню. Вы считаете это правильно, когда так делает девушка на начальном этапе знакомства и общения?» Ну, она девушка, она имеет право. Потому что вы мужчина, вы как бы призваны проявлять инициативу первым. Но по большому счету она не права. Потому что девушка и парень, мужчина и женщина — это все-таки второстепенно. На первом месте мы люди, мы личности. Неважно, какого ты пола, ты человек, ты личность. И в этом смысле, конечно, ей надо первой и проявлять инициативу. И бывает, и позвонить первой надо, и не ждать. Значит, вам надо ей объяснить, что вы не просто мужчина для нее, она не просто женщина для вас. А вы два человека, две личности, и в этом смысле вы абсолютно на равных основах. Пишет Лилия: «Я часто чувствую себя виноватой из-за того, что, может, чем-то спровоцировала или не предотвратила поведение другого». И оно бывает так. Мы не можем все предусмотреть, все знать. Приходится действовать, имея относительное знание, и какие-то ошибки мы допускаем, даже не желая того. Чувство вины в этом смысле, оно может постоянно нас преследовать. Поэтому как преодолевать это чувство вины, чтобы не застревать в этом состоянии, а быть благодарным. Благодарным за то, что есть. Благодарить Бога, людей за то, что у вас получается. И помнить, что не вам брать грехи всего мира на себя. Христос это сделал. Вам этого делать не надо. Максим пишет: «Каждый отвечает за самого себя. Даже Моисей сказал: не должны дети отвечать за родителей». Не должны, но все-таки мы отвечаем. Например, социальные сети, куда я делаю трансляции, они спрашивают с меня: а почему вы, Евгений, допускаете такие комментарии в ваших трансляциях? Почему вы на это не реагируете? Не я же пишу какие-то комментарии, которые являются дискредитирующими, или какими-то злобными, какими-то на уровне проклятия или чего-то ужасного. Кто-то пишет, да, он и виноват, но вина на мне, потому что это происходит на моей личной страничке, в моих трансляциях. И что с этим делать?
Вот видите, Максим, F. Все-таки не так, как вы пишете. И бывает. Бывает, действительно, нельзя брать чужую вину на себя. И тут возникает вопрос, в каких случаях надо брать вину на себя чужую, а в каких не надо. Этот вопрос я задам моему папе. Мы уходим на перерыв. Встретимся через 9, через 8 уже с половиной минут. За тишиной, как за стеной, молчание, тревога, усталость вечной тяжестью. Длина. Так далеко, что не достать, Наталья. а кажется немного. Горит и плачет на руках свеча. Далекий край и навсегда. Прощание и прощение. В устах улыбка, на душе печаль. Надо отжаться. Как нелегко нести 40 раз. крест, но только там спасение. Из тысяч слов лишь пару фраз, а жаль. Но нам с тобой останется надежда. Из тысяч звезд последняя тропа. Там, где ты был, и где еще ты не был, любовь и вера будет нам нужна. Любовь и вера будет нам нужна. Который раз, минуя грань, то славой, то забвения, исчезнет тень в кромешной темноте. Который раз зажгу свечу, огонь мое спасение, из тысяч слов останутся не все. Но нам с тобой останется надежда. Из тысяч звезд последняя тропа. Там, где ты был, и где еще ты не был, любовь и вера Будет нам нужна. будет нам нужна. Но нам с тобой останется надежда. Ставим лайки, Тысяч звезд делимся трансляцией. тропа. Там, где ты был, Евгений Салагаев. еще ты не был, любовь и вера Будет нам нужна. Дмитрий Мастер. Доброе утро. будет нам нужна. Но нам с тобой останется надежда. Останется из тысяч звезд последняя тропа. Последняя тропа. Там, где ты был, и где еще ты не был, и где ты не был, любовь и вера Будет нам нужна. будет нам нужна. Будет вам нужна. Люди ищут вечность. Люди ищут Бога. Татьяна Усова. Слава Люди Богу. ищут Млечный путь, ведущий до порога. До порога. А ты как не от мира сего. Ты слишком мало видел. Твой взгляд, как на губах молоко, и никого ты не обидел. Твой немой крик люди не узнают, лишь звезда в окне подмигнет тебе. Люди очень добры, люди очень мирны.
Они справедливы всегда и любви обильны, и молчит пред закланием овца, и молчат все тех пойманы птицы. Ты хотел сказать здравствуй, но сжалась рука, и от боли земля повернулась. Улыбнись и пой, и пусть никто не слышит, лишь одна звезда на кресте позовет к себе. Она жива и дышит, твой немой крик люди не узнают, лишь звезда в окне, звезда в окне. Дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка и в веслах судьба. Не ты ли, дружок, не сидишь на корме и тихо поешь о прекрасной звезде, о такой вот судьбе, о небесной стране. Так, 2 минуты, 2,5 до начала второго часа эфира. Марина Климова, здравствуйте. Так, остается минута до начала эфира. Гуд, прокашлялся. Марина Михайлова. Марина, привет. Марина, а ты в Чите сейчас живешь или переехала из Читы уже? Ждем звоночка от моего папы. Он уже где-то там, где-то посредине лета на даче. Всё. Прямой эфир, день добрый, и я, ведущий Евгений Сарапулов.
с вами, для вас, и мой папа здесь. Папа, привет. Привет, Женя. Рад слышать тебя. Очень. А, Скажи, Марина Михайлова, она в Чите еще живет или переехала уже? Пока живет здесь. У меня почему-то казалось, что она уехала. Вообще, кстати говоря, из Забайкальского края многие уже уехали и хотят переехать. Ну, баланс населения у нас, конечно, минусовый. То Мгм. есть убыль такая переездная в Забайкальском Заметная. крае. Ну, как, да, как по всей Сибири и Дальнему Востоку. Я в первом часе говорил о чувстве вины и обещал, что задам тебе вопрос. В каком случае ли нужно, как бы это естественно, испытывать чувство вины за других людей, хотя ты не виноват? А в каких ситуациях нельзя это чувство вины на себя брать? И пример, например, родители, дети, учитель, ученик, ну и прочие, да, другие параллели. Что ты в жизни видишь? Ну, вину за других я ощущал, как, наверное, все мы ощущаем. Только в том случае я чувствовал за собой вину, когда я отвечал за этого человека. Мгм. То есть, когда вы с Лешей росли, когда вот внуки, да, я чувствую, есть у меня это чувство вины, потому что здесь я причастен там к воспитанию, там, ну, к каким-то другим вещам. А когда я не причастен, ну почему я должен эту чувствовать вину? И я как-то с этим быстро расстался, с чувством вины, когда без вины ты виноватый. Хотя и в отношении близких далеко не всегда все от нас зависит. Но там, где вот от меня что-то зависело, а я не сделал, и поэтому у других получилось неважно, то тогда, естественно, это чувство вины у меня было. Но я связываю всегда, ну вот вы психологи там, ну не ты, другие психологи учат людей отучаться от чувства вины. Я думаю, это полное безобразие, Мгм. потому что не всякая вина плоха. Люди, которые потеряли чувство стыда, чувство вины, это беда. И я всегда связываю чувство вины с чувством ответственности. Вот там, где я отвечаю, и что-то я не так сделал, или вообще не делал, то, конечно, чувство вины это очень важно, потому что чувство вины потом мотивирует меня на работу над ошибками. Например, чувство вины– это способность вовремя реагировать на проблемы. Или чувство вины– это голос совести, но опять же чувство вины могут у нас сформировать, хотя мы и не виноваты. А, Как так? Почему человек чувствует себя виноватым, хотя он не виноват? Ну, я не знаю, сидит вот у нас генетически вот это, носите бремена друг друга. Я думаю, что это было сформулировано в Новом Завете Иисусом. А так-то генетически это в нас заложено. Носите бремена друг друга. И поэтому мы чувствуем вот себя виноватыми за других, хотя как бы и вины тут нет. Но здесь надо анализировать и смотреть. Вина вообще, она всегда связана с прошлым. То есть то, что уже произошло. Ну, нам кажется, тут что-то я вот сейчас неправильно сделал, и поэтому чувствую виноватым. То есть я как бы чувствую вину в настоящем. Но на самом деле это уже не настоящее. Это уже случилось, это уже прошло. И поэтому вина – это всегда мои сожаления о прошлом, мои разочарования в прошлом, связанные со мной лично. И если я хочу, чтобы это не повторялось, то значит мне надо проанализировать, почему я чувствовал себя вот там виноватым, вот за ту или другую ситуацию. Если на самом деле есть там моя вина, то надо начинать работу над ошибками.
То есть стараться не наступать на те же грабли. Олеся пишет, а как, например, близким помочь справиться с их чувством вины перед тобой, кроме слов «ты не виноват, не переживай так сильно» и так далее? Но если ты не виноват, то надо объяснить, почему он не виноват. А если он виноват, то надо тоже объяснить, почему он виноват. То есть вина всегда связана с каким-то действием. Это действие может ограничиваться нашими словами. То есть мы словами можем обидеть человека, оскорбить там, и так далее. Вина может связана с какими-то поступками, с действиями, когда слово превращается уже в дело. Вина вообще может зарождаться не со слова. Вина может находиться в мыслях. Ну, есть такая логическая цепочка. Мысль рождает слово, слово рождает дело. То есть надо докопаться до мысли, откуда такие мысли возникали, почему они побудили тебя сказать вот это, сделать или не сделать вот это. То есть когда мы понимаем, почему это произошло, тогда мы можем как-то вот и помочь и другому в нашей семье, и самому как-то по-другому уже действовать в будущем. Почему-то сейчас вспомнил, кто наблюдает за путями своими, тому явлю я спасение мое. Это говорил Бог через царя Давида, кажется, в псалмах. Что значит наблюдать за путями своими? И почему в этом случае тебе будет явлено спасение? Дело в том, что Господь нас оценивает не по результату, которого мы достигли в жизни, а по тем усилиям, которые мы прилагали, чтобы этот результат был. А результат на каком-то пути. Ну, как сказано в книге притчи, наставь юношу в начале пути его, он не сойдет с него и до старости. Наставь юношу на путь его, это не значит, что ты будешь все время его наставлять на этот путь. Нет, ты должен показать вот этот путь, вот эту дорогу. И рассказать, почему вот по этой дороге вот так будет, а по другой дороге будет эдак. Ну, во Второзаконии Бог там говорит через Моисея, что если вы будете делать вот так, будете благословенны, а если будете вот так, то будете прокляты. То есть вот это и есть пути. И поэтому надо смотреть, мы люди, мы ослабели, и все. Мы начали одной ногой делать шаг короче, и, значит, есть возможность начать ходить по кругу, а не прямо. То есть мы можем заплутать, мы можем ошибиться, мы можем на какой-то ложный красивый призыв откликнуться и сойти с этой дороги. И поэтому все время надо наблюдать. Мы можем в рамках этой дороги вилять направо, налево, но важно держаться этой дороги. Она же все-таки достаточно широкая, эта дорога, жизнь называется. Но важно, чтобы вот эта сердцевина, вот этот путь, ведущий к Богу и вместе с Богом, мы должны бы вот видеть. Поэтому и благословен тот человек, который вот наблюдает за собой. По той дороге он идет или не по той. Перейдем сейчас к теме, обозначенной на второй час, а потом вернемся еще к чувству вины, потому что там много сообщений по этой теме. Итак, ты можешь все. Когда это работает и когда это не работает. В каком случае это нас может вдохновить и помочь, а в каком случае это может нам мешать? Ну, я вспоминаю начало своей работы. Я заканчивал Сретенское педагогическое училище и был направлен учителем математики. В 60-е годы катастрофически не хватало учителей математики и русского языка. И вот я приехал в Кадаю, Горняцкий поселок, большая школа, и мне казалось, я вообще все знаю, потому что я учился неплохо. Вроде бы знал и математику, и методику знал, и все. И мне казалось, что я могу все. Но первая же моя встреча 15 или 16 августа 1965 года с одним пацаном, оставшимся на осень по математике, в пух и прах разбила мое представление о том, что я могу все. То
То есть такое представление может возникать у человека, который не понимает, что он ничего еще в этом деле не понимает. Вот это непонимание, вот это незнание того дает человеку обольщение, что он может все. Как только человек берется за какое-то дело, он понимает, что есть пределы его познания, есть пределы его способностей и умений. Это иллюзорное состояние, когда человек может все. Ну так может, как у человека влюбленного. Тот, кто помнит себя в юности, как он влюблялся, ему казалось, что вообще он может все. И поэтому песенки такие появлялись: с неба звездочку достану и на память подарю. Ну, вообще все могу. С одной стороны, когда мы учим детей наших, то мы пытаемся донести до них, особенно когда они совсем маленькие, начинают читать, учиться писать, читать, мы им пытаемся вложить вот это. Ты можешь все, ты можешь многое, у тебя многое получится. Почему детям важно вот это вот внушить, ну или передать им, что все, за что ты возьмешься, в принципе, у тебя получится. Или это все-таки рискованно, не стоит так? Я тут как-то впервые прочитал стихотворение Пушкина «Герой». Он писал, патриот России, писал, называл героем Наполеона Бонапарта. Он категорически не любил, мягко сказано, Наполеона как завоевателя, посягнувшего на свободу и независимость России, но он назвал его героем. И вот в этом стихотворении, которому я хочу посвятить вот субботний эфир, есть такие строчки, они нам хорошо известны. Они меня и зацепили. Я нашел это стихотворение, думаю, где же они написаны, эти строчки. Но интернет помогает в этом деле. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Там даже сказано так: тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. То есть для человека дороже возвышающий обман, чем тьмы низких истин. Какие это низкие истины? Ты маленький ребенок, вот мы говорим там, ты вообще вот в математике ты будешь тупорем. Потому что у тебя вообще с математикой дело не будет ладиться. И мы это говорим, как только он пошел в школу. Или мы говорим, что ты всю жизнь будешь писать как курица лапой, потому что у тебя рука, как мне сказали врачи, неправильно там поставлена. Вот это истины, это правда. Да, это правда. Это низкие истины. Но мы говорим, ты можешь все. Ты можешь все. И поэтому вот этот обман, возвышающий обман, он очень важен, потому что он вдохновляет. И мы здесь не грешим против настоящей истины, потому что настоящая истина – это любовь. И вот из любви к ребенку мы говорим вот этот возвышающий его обман, и у него появляется желание, он начинает стремиться. Если у нас все это получается, то он будет учиться на пределе своих возможностей. А потом, конечно, он поймет, что по математике у него так, по русскому так, там, с географией, с историей у него будет эдак. А поначалу, когда очень важно вот эту мотивацию создать, учиться, вот этот возвышающий обман очень важен. Вот так я понимаю и слова Пушкина, и твой вопрос. Когда-то апостол Павел говорил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть все могу не я один, а с помощью Его. И получается, что ты можешь все, если у тебя есть правильный помощник. Ну да, я еще ждал, когда ты эти слова произнесешь, процитируешь. Ага. Но у меня на каждую цитату есть как бы другая цитата. Бог не дает испытаний сверх сил. Ага. Вот надо как-то связывать одну цитату из Библии, надо подкреплять или подтверждать, или как-то вот в союзе с другой. Да, не дает испытаний сверх сил.
Поэтому, ну, для апостола Павла, ну, вообще человек был очень такой увлекающийся. Мне он нравится своим темпераментом, своим характером. Кто еще, как не апостол Павел, мог бы написать такие строчки, поэму о любви, которая изложена в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Если, говорит, я такую веру имею, что могу горы переставлять. Ну вот это же можно представить, да? Нас возвышающий обман. Горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Вот если все имение раздам, а любви не имею, то какой толк из этого? Если даже на смерть пойду ради людей, а любви-то не имею к ним, то тоже это дело бесполезное. То есть это как раз вот говорит о том, что мы должны цитаты с цитатами вместе соединять. Поэтому это, во-первых, объясняется вот увлеченностью апостола Павла. Мы все на самом деле, мы все никогда не сможем. Бог дает нам разные дары. И как в притче о талантах сказано, одному 10 талантов дал, зная, что он сумеет распорядиться 10 талантами. А другому дал 5, а третьему вообще дал 1. Но тот, кому 10 и 5 дал, те хорошо распорядились. А тот, кому совсем мало дал, тот вообще не стал этим талантом заниматься. Так что эта фраза, она мне тоже очень нравится, потому что она воодушевляет. Это поэтическая фраза, это образ. Конечно, с Богом, в укрепляющем меня Христе, то есть то, чем я занимаюсь, я все смогу. То есть то, чем я служу Богу, вот это все я смогу в укрепляющем меня Христе. Я так для себя понял за годы, мечтать нужно о невозможном, но цели нужно ставить достижимые. Верно. Вот как-то так, да, у меня такая формула созрела. Если постоянно летаешь в мечтах, это плохо. Если достигаешь только достижимые цели, тоже недостаточно. Надо сочетание чего-то невозможного и возможного, и вот соединять это. Ну да, прежде чем строить корабль, надо, чтобы появилась у тебя мечта о мореплавании. Да, да. Когда еще никто не плавал куда-то далеко. Да. Так, пишет нам Эдуард. Любая ситуация выглядит как многогранник и как цепочка, уходящая в прошлое и в будущее. Чем больше мы видим грани, и чем длиннее видим эту цепочку, тем лучше и правильнее оценивать будем ситуацию. Верно. 100% согласен. Но для того, чтобы увидеть множество граней, надо подняться. Отойти. Надо подняться. Да, не на только расстояние. отойти, но еще и подняться. Угу. Надо подняться, потому что вот есть стереометрия в геометрии, это когда вот там всякие кубические там вещи, тетраэдры и прочее изучаются. И есть планиметрия, которая в рамках вот, плоскостей работает. И поэтому для того, чтобы увидеть грани, надо подняться. Чем выше мы поднимаемся, тем больше мы видим. Поэтому для меня этот образ кажется очень важным, потому что когда мы поднимаемся к Богу, который все видит, мы можем увидеть не все грани, конечно, потому что они какие-то вообще невидимы человеку. Но чем больше граней мы видим, тем более полное представление о событии, о явлении, о предмете, об объекте мы имеем. Смотреть на человека, ну да, в разных ситуациях на него надо смотреть, в разных возрастах надо смотреть. И тогда у нас более полное представление о нем имеется. Если мы видим его только одни недостатки, то есть одна грань, мы судим об этом человеке вот так. Если мы видим только достоинство этого человека, мы судим так. И та, и другая грань, только одна грань. А когда мы вместе видим и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, мы приближаемся к истине.
То есть мы мыслим в категориях правды, люди в категориях правды. Бог мыслит в категориях истины. А Денис спрашивает, а как подняться над ситуацией? Ну, во-первых, человеку верующему это легче сделать, потому что у нас есть Писание, где Бог говорит о том, что ну, в Ветхом Завете Он рассказывает нам о том, какие мы на самом деле есть, а в Новом Завете Он говорит, какими мы должны стать. И Он показывает нам образец того, кем мы можем стать, потому что Он прожил не только как Христос, свои 33 года, Он еще прожил как Иисус, то есть как человек. Поэтому подняться наверх это с помощью Бога. Но есть еще такие простые житейские какие-то, ну я называю это лестницы, то есть аналитические какие-то способности, там, способность критического мышления и так далее. То есть когда мы поднимаемся с помощью вот этих ступенек, которые нам даны в духовном интеллекте, в интеллекте когнитивном, познавательном интеллекте, вот тогда мы способны видеть вот это многообразие. Этому надо учиться. Очень многое мы можем научиться. И поэтому школа должна учить мыслить, а она не должна учить решать задачи. Она должна задачи использовать для того, чтобы научить ребенка мыслить. По литературе мы точно так же мы должны не заучивать образы там Пьера Безухова или Наташи Ростовой или там, скажем, братьев Карамазовых, а мы должны видеть образы того, что как проецируется наша жизнь человеческая вот в литературу и как литература проецируется в нас. То есть вот если вот такая постановка вопроса была бы в нашем образовании, в семейном, в государственном, в частном образовании, я думаю, это было бы способами того, чтобы мы поднимались вверх. Но для того, чтобы подняться выше, надо обратиться к Богу, Он высоко сидит. И также порой, чтобы подняться вверх, можно забраться на сопочку, но чтобы забраться на гору, есть такие горы, на которые не заберешься, если не тренируешься. Поэтому, чтобы тренироваться, нужен еще тренер правильно тренироваться, потому что недостаточно забраться на гору, с нее еще надо правильно спуститься, как говорят специалисты. Как сохранить веру, спрашивает Лиза. Наверное, веру вообще самую разную. Веру в себя, веру в Бога, веру во что-то хорошее. Как сохранить? Упражняться. Вера же это состояние наше. Оно выражается в чем? Вера, например, она в рассудительности, она в добродетелях. Вот вера, она начинается с добродетелей. Вот вокруг всякое зло творится, а я буду делать добро, несмотря ни на что. Если я буду это делать, то я научусь рассудительности. Если я научусь рассудительности, то я научусь, скажем, воздержанию. Если научусь воздержанию, я научусь терпеть. Ну и далее по тексту, я почти цитирую, но близко к тексту, это послание апостола Петра. Знаменитая так называемая лестница Петра, когда он говорит, что в вере вашей вы покажите добродетель, рассудительность, рассудительность воздержание, воздержание в терпении братолюбие, любовь. И тогда вам откроется вот вся истина Христова. То есть мы будем познавать эту истину. То есть вера это не просто вот я сижу вот и жду, когда она. А мне в этом надо упражняться. Упражняясь вот в этих добродетелях, способности делать добро, в воздержании от чего-то, в терпении кого-то и так далее, мы тем самым развиваем нашу веру. Вера наша от немощной, вера от младенческой, она становится верой полной, зрелой. Вот другого пути нет. Вера как дар дается, это понятно.
Но любой дар, как любой талант, как любые способности, надо упражнять, их надо развивать. Это как машина и музыкальные инструменты, да все, что мы покупаем, если мы это не используем, оно портится быстрее. А когда мы это используем и профилактику еще делаем, тогда это сохраняется дольше. То есть вера без дел мертва? Да. Самая лучшая вера, она без дел просто превратится в что-то каменное, такое памятник красивый. А чтобы ее сохранить, ее надо применять в деле. Ага, верно. Вот я еще, извини, что Да, да, перебил. да. Мгм. Ну, по поводу вот, музыкальных инструментов, у нас тут внуки-то играют на инструментах, мы наблюдаем, как это делается. Да. Если, если на инструменте долго не играют, ну, он лежит там просто, никто его не трогает, струны там встраиваются. И приходится после долгой паузы приходится долго настраивать инструмент. Если же вот я смотрю, скажем, когда мы на концертах наших внуков бываем, вот 18-го, может быть, удастся побывать на их концерте. И там они тоже же настраивают, но настраивают очень быстро, практически моментально, раз и настроили. То есть, когда вера вот в практике, в действии, ты чувствуешь, что ты чего-то тут не дорабатываешь, но ты настраиваешь и настраиваешь быстро. А когда ты вот эти добродетели, то, о чем я вспоминал апостола Петра, мы не используем, приходится потом начинать, ну, бывает чуть ли не с нуля начинать. Поэтому, когда мы практикуем, то у нас лучше, ловчей получается. Пишет нам Денис. Иногда люди просят прощения только перед смертью, вину ощущают, и это сложно смотреть в глаза человека, которого потом не увидишь. Да. Я думаю, слава Богу, что люди перед смертью, понимая, что они стоят на пороге вечности, и им придется держать ответ перед грозным судьей, там будет суд, где без присяжных, но судья, который знает. И поэтому слава Богу, что люди перед смертью просят прощения. И слава Богу, если живые просят уходящего в вечность человека простить их. Но надо еще уметь просить прощения за что-то конкретное. Не вообще прости, это надо сказать. Но еще и надо сказать какие-то конкретные. Как мой отец, уходя вот в вечность, сказал: Татьяне Ивановне, прости, бить не бил, но словами обидел. То есть вот это мне в душу это запало. Елена пишет: доброе утро, я прощаю и учусь держаться на расстоянии, но от этого я еще больше страдаю, мне не хватает этих людей. Ну, вообще это хорошее чувство, когда не хватает этих людей. Если не хватает этих людей, значит, эти люди, ну, как бы говорят, не пропащие. То есть они нужны вам. Поэтому, когда вы прощаете, то надо укорачивать расстояние между вами. Прощение – это и есть шаг. То есть возникла между нами пропасть, потому что я кого-то обидел или меня кто-то обидел. И между нами в наших отношениях сначала трещина. Если мы не предпринимаем шаги навстречу друг другу, эта трещина остается и имеет способность расширяться. И поэтому очень трудно после прощения. Сейчас у меня почему-то образ возник, когда... Пропасть. Вот насчет пропасти. Бывает, человек такую боль причинил, так поступил, что возник разрыв. И как Лев Николаевич Толстой, кажется, говорил, порой люди такую боль причиняют, ты их прощаешь, а обнять не можешь, потому что они тебе словно руки оторвали.
своим, то есть настолько искалечили тебя своим отношением. Так вот, бывает пропасть, и через пропасть надо построить же мост, и вы еще должны этот мост построить по правилам, на это уйдет время, так что если вы держитесь на расстоянии, ну это естественно, это нормально, они вас поранили, обожгли, и порой человек просит прощения, а ты его к себе не подпускаешь, потому что я иногда во время индивидуальных консультаций говорю, даже не надо никаких слов говорить. Вы просто, произнося слова, даже правильные, этим уже причиняете боль, потому что вы так больно сделали человеку, что вы дуете в сторону. Да, у нас тут немного связь барахлит. Что ж. У меня намерение начать строить мост. Я не ухожу от этой пропасти. Мгм. Я не удлиняю вот это расстояние между нами. И если человек увидит, что я подошел к краю пропасти, я собираю какие-то там деревья, там мостки какие-то хочу делать, он скорее всего, это не гарантия, но скорее всего, он тоже начнет со своей стороны делать это. Я думаю, если уж завершать такой образ пропасти, строительства этого моста, то, наверное, так. Денис задает вопрос. Вопрос номер 1, пишет он. Как можно мочь все, если жизнь ограничена законами, выход за рамки которых грозит гибелью? То есть, по сути, мы всегда рискуем, когда мы начинаем делать то, что нам кажется невозможным, непривычным, новым. Вот я могу, и порой люди говорят, ну я же то, что делаю, я могу, это и делаю, что вы от меня еще хотите? Но мы считаем, что человек может больше. Что же с этим делать? Нельзя понять, могу я или не могу, пока я не начну это делать. Это первое правило. То есть надо пробовать. Первое, как говорят, попытка не пытка. Спрос не допрос. То есть первое, что нужно сделать, надо попытаться это делать. По поводу того, что мочь все мы не можем, мы ответили с тобой в самом начале, об этом говорили, что человек кажется, что он может все, пока он за дело не взялся. Возьмется за дело, он узнает, получится у него или не получится. Причем должна быть какая-то настойчивость. Мне потребовалось не менее 5 лет, чтобы я понял, что я останусь в школе. 5 лет я мучился своей судьбой и считал, что я вообще, из меня никакой учитель не получится, что это вообще не мое. Но времена были такие, что у нас была ответственность, и мы работали там, где нас поставят. Поэтому я держался эти 5 лет, а потом еще фильм «Доживем до понедельника» вышел. Он меня как-то подкрепил. Потом я все-таки старался делать. У меня что-то стало получаться. И поэтому я добился каких-то таких серьезных профессиональных успехов на этом учительском поприще. Поэтому первое, что нужно делать, надо просто делать. И не отступать, и не опускать руки при первой же там неудаче. Любая неудача показывает, что в этом направлении у тебя или нет умений, или тебе в этом направлении идти не надо. Поэтому надо попытаться еще раз пойти в этом направлении. Если ты видишь, что и раз, и другой, и пятый, и десятый не получается, бери другое направление. То есть метод проб и ошибок это не наука. В жизни метод проб и ошибок вообще вещь хорошая. Я в апреле месяце, сейчас в мае, вот вчера у меня был такой рекорд своеобразный. Я отжался 400 раз, это 8 раз по 50 раз. Я не помню, когда в молодости я такое делал. Даже в молодые годы. Я там, помню, отжимался за один подход 100 раз. Но это просто количество. И я эти отжимания начал делать еще полгода назад, а с прошлого лета
постепенно мне просто врачи сказали, чтобы против диабета бороться, восстановить свой организм, чтобы онкологические процессы работали хорошо, вам надо физическую нагрузку правильную. И вот я этот рекорд установил, я вообще к нему не стремился рекорды ставить, но количество перешло в такое качество, что я сам удивился, для меня это как чудо, как я такое могу? А просто изо дня в день, стабильно, регулярно, и причем не ради рекордов, а ради поддержания здоровья, и тут, походу, еще рекорд установил. Вот так получилось. Хорошее дело. Только важно помнить, ради чего мы это делаем. Многие делают ради рекордов. Это тоже для кого-то это воодушевляющий пример. Но всегда, когда мы что-то делаем, ради чего мы это делаем? Это один из самых главных вопросов жизни. Да, спорт достижений, да, мы показываем, ну не мы показываем, другие показывают, вообще вот человеческие возможности, они оказываются очень, они имеют границу, но они иногда кажутся вообще вот такими очень сильными, эти возможности. То есть всегда важно иметь тех людей, которые показывают вот такие достижения. А что делать с этими достижениями другим людям? А другим людям смотреть на этот пример и делать все, что по силам им. Так что упражняться надо. Я о чем подумал сейчас. Мой мотив был... Я понимаю, что мое здоровье принадлежит не только мне, оно принадлежит моей семье, оно также принадлежит вам, оно принадлежит моей большой аудитории. То есть я не имею права распоряжаться своим ресурсом только так, как я хочу. То есть я принадлежу этому миру, и мне нужно быть максимально здоровым духом, душой и телом. И мне кажется, что вот этот попутный рекорд, установленный мною, это мотив, да, то есть чтобы мне быть работоспособным, мне надо свое тело привести в максимально эффективную работоспособность. Ну да, это как премия такая. Да. Да, это бонус. Денис задает второй вопрос. Может быть, человек может все, когда с ним происходит чудо, которое есть приостановка законов жизни? Ну, чудо есть чудо. Против чуда что? Не поспоришь. Чудо есть чудо. Иисус взял и накормил вот 5000 человек несколькими хлебами да 2 рыбками. Ну, чудо совершил. Но он имел 2 цели при этом. Людей накормить, а потом сказать, что вот я есть питье, я есть хлеб вечный после этого. То есть чудо есть чудо. Что, Денис, я тебе скажу? Кстати, наверное, просто чудо. Чудо бывает, проявляется, известные факты. Человек бежит от льва и вдруг перепрыгивает ров в 10 метров. Он перепрыгивает такое расстояние, которое чемпионы мира по прыжкам в длину даже не одолевают. Или в заполярном круге летчик запрыгивает на крыло самолета, которое на высоте 3 метров, потому что полярный медведь вдруг к нему подошел, и внезапно он повернулся и со страху. То есть потенциал в нас заложен огромный, необыкновенный, сверхъестественный. Или когда мать поднимает там тонную машину, она весит тонну, чтобы ребенка спасти из-под колес, и это не специально, то есть чудо. Это бывает результат наших действий, тренировки, но бывает, что это свидетельство заложенного в нас необыкновенного потенциала. Еще Денис... Да. Еще Денис задает вопрос третий. Как исполнение 12 заповедей может повлиять на возможности человека в реальном мире? Ну, во-первых, 12 заповедей. Ну, их 10, но там Иисус еще, да, как бы я помню одну, а вот 12 я 12-ю не помню. 11-ю я помню.
Я две заповеди хорошо помню. Возлюби Бога, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего. Но не будем спорить по количеству. Да. Да, тут могут быть разные подходы. Что там исполнение Да, заповедей? как исполнение заповедей может повлиять на возможности человека в реальном мире? То есть увеличивается количество возможностей у человека, если он будет исполнять заповеди? Безусловно. Безусловно, надо посмотреть, что все эти заповеди сводятся к заповедям отношений человека с Богом и отношений человека с человеком. Если человек будет почитать своих родителей, то обещано, что у него жизнь продлится. Если человек не будет убивать, не будет завидовать, там, не желать там, и так далее, не красть, то от этого отношения человека с другими людьми будут дружественными, а значит, у него будет больше союзников, а значит, у человека будет больше возможностей в жизни осуществлять какие-то свои замыслы, какие-то мечты. А если же он будет красть, если он будет там убивать и так далее, то он в конце концов останется один на один, и все возможности у него сократятся до минимума. Ну, это вот так, я утилитарно просто показываю. Это только если брать отношения человека с человеком. Отношения человека с Богом. Там или ты получаешь благословение от Бога, и тогда в твоей жизни могут бывать какие-то чудеса. Но благословение, оно и есть благословение. А если ты остаешься без благословения, это же не обязательно. Бог никого не проклинает. Он просто оставляет человека один на один. И в этом, по сути дела, и проклятие это и заключается, что ты остаешься один на один, и где твои силы? Помощи нет ниоткуда. Людей тебе Бог как бы не подсовывает добрых на твоем пути. То есть неисполнение сужает, значительно сужает возможности человека, но не лишает возможности, потому что все равно, каким бы человек ни был, Бог его любит, и поэтому до нуля человека он не сводит. Но возможности серьезно снижаются, если заповеди не исполняются, и напротив, возможности значительно расширяются, потому что человек это же система, и он должен подпитываться для поддержания своей системы извне, а извне это Бог, его отношения с Богом и его отношения с людьми. Поэтому у человека расширяются возможности очень сильно. Светлана, это может быть последний вопрос, время у нас пару минут остается. Светлана пишет: боюсь больниц, никогда не хожу. Что делать, если не болит ничего, а небольшая операция нужна? Приду, запишусь и опять, наверное, уйду на годы. Не пойду и все. Как с собой бороться? Ну, силы воли никакой, что ли? Нет. Ну, иногда стоит посмотреть, какие операции делают другие люди. Я вспоминаю, когда мне предстояла операция на щитовидке, горло должны были разрезать. И положили меня в палату, такую обычную палату. Там, ну, не знаю, человек 10-15, наверное, мужчин было, и они были располосованы и сзади, и спереди. Вообще десятками сантиметров их там сшивали. Я посмотрел на это дело и думаю, ну, у меня-то это вообще укус комара. И с таким настроением я и пошел на операцию. Поэтому куда деться? Если предстоит делать операцию, делайте ее, потому что верить надо, что все закончится нормально. И мне сказали так, когда обнаружили у меня, что щитовидка тут у меня барахлит. И я-то думал, у меня мускул тут растет. А мне Нина Николаевна, хирург, сказала: нет, это у вас узловой зоб. И что делать? Я говорю, а если не оперироваться? Она говорит, может злокачественно перерасти. Я говорю, ну тогда я готов лечь хоть сейчас на стол. То есть как-то надо создавать вот такое настроение для себя. Да, надо собрать информацию
и порассуждать о ней с правильными людьми, специалистами. Поговорите с разными специалистами. Разные врачи по-разному истолкуют это или по-разному с вами об этом поговорят. В конечном итоге ваш организм и врачи, они хотят соединить усилия, чтобы помочь вам, как хозяйке вашего тела. Я, когда прихожу лечиться, то я всегда настраиваю свой организм, и мне врачи часто говорят: вы какой-то необычный пациент. Такое ощущение, что мы вместе с вами проводим операцию или лечим вас, и против там какой-то хвори боремся, и нам так приятно. Я говорю, потому что я себя настраиваю. Они говорят: вот что. Часто, говорит, наши пациенты, они воспринимают нас как каких-то врагов, недругов или тех, которые причинят нам боль. А вот у вас этот настрой, он нам передается. Ну вот так. Спасибо, пап, за участие большое. Очень рад был, что ты с нами. Взаимно, Женя, взаимно. Что-нибудь там, какие-то новости у вас есть? Да, мы подкапливаем новости. В принципе, есть уже нехорошие новости некоторые. Но мы созвонимся, может быть, сегодня или завтра расскажем, на каких этапах мы находимся. Но у нас не Хорошо. ухудшается. Да, можем так сказать. Хорошо. Ага, Ждем. да, Всем привет. спасибо. С нами был мой папа Владимир Алексеевич Сарапулов. Группа «Мачете» с песней «Ныряй без остатка» закончит этот час нашего эфира, а мы после этой песни перейдем к следующему часу эфира «День добрый». Так, песня закончится, я выключу ОНР, включу запись. Спасибо. Люди, эти слова звучат от души. Здесь нет двойного дна, злого умысла и жив. Мы совершаем ошибку, разменивая Подумай, мелочи отожмусь. нашу жизнь. Изобретая пороки, не извлекая уроки, мы превращаем себя в неменяемых и жестоких. Мы просыпаемся в грязном потоке и отправляемся в море лжи. И в этом путешествии слезы и бедствия. Но мы гребем и гребем, несмотря на последствия. Такая наследственность. В каждом есть гений, но рулит посредственность. И здесь трудно остаться собой. За улыбками прячется бой. И как бы все не звучало банально, но мир спасет любовь. Но как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как на шоу. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Ну как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как на шоу. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Мир, бранное поле, каждый из нас воин. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое это может Я не быть буду правильно. показывать.